Привет! Это канал «Мороз и солнце». Здесь мы читаем и комментируем русскую литературу. Недавно мы говорили о Масленице и немного о том, когда и почему русские так много едят. Если вы пропустили это видео, то можете начать с него. Ссылка будет здесь. А сегодня мы поговорим о том периоде, когда русские практически не едят. Это время поста. Итак, что такое пост? С греческого языка пост буквально означает «не есть», «не еденье», то есть полный отказ от еды. Со славянского языка пост означает подвиг, поэтому это слово встречается во многих других контекстах. Пост – это прежде всего ограничение ради нашей души. Итак, как долго могут быть эти ограничения? Точных дат поста нет. Это зависит от дня празднования Пасхи. Но православный пост всегда длится 48 дней. От существительного «пост» можно образовать глагол «поститься». Итак, как мы можем поститься? Прежде всего, мы можем ограничивать себя, конечно, в еде. Мы можем не есть рыбу, мясо, не пить молоко и так далее. Если вы думаете, что это далеко от вас, то нет. Если вы будете посещать Россию во время поста и будете ходить в кафе, в рестораны, вы заметите, что к основному меню вам всегда будут давать постное меню. Также в магазинах вы можете встретить надпись «постный продукт». Во-вторых, мы можем ограничивать себя во внешней информации, в развлечениях. Так мы контролируем пищу для нашей души. В-третьих, мы можем ограничивать себя в страстях, в эмоциях. Есть прекрасная фраза: «Не вкушаем мясо, но поедаем брата своего». Неправильно думать в это время только о форме. Надо думать более о глубоких, высоких вещах. И так как пост уже закончился, мы можем пошутить на эту тему. В этом нам поможет текст Степана Писахова «Как купчиха постничала». Как вы уже поняли, в русской литературе мы можем найти много ситуаций, которые помогут нам объяснить нашу культуру. Этот рассказ не исключение. Эта история идеально демонстрирует полный список продуктов, которые мы можем есть в пост, и в то же время показывает, как поститься не надо. Рассказ небольшой, поэтому мы прочитаем его целиком. Рассказ еще интересен и тем, что язык, которым он написан, показывает диалект русского севера, так как автор этого рассказа Степан Писахов из Архангельска. Звучит этот диалект очень красиво, поэтому мы решили, что вы обязательно должны его послушать. Вы услышите, как подчеркивается буква «о», как многим словам добавляется «то», и как звучит русская северная интонация. Так действительно до сих пор говорят на севере. Комментарий к трудным словам мы напишем на слайде. А на этом у меня все. Желаю вам получить удовольствие от звучания северного диалекта и посмеяться над самой ситуацией. Итак, Степан Писахов «Как купчиха постничала».
как купчиха постничала. Уж така ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что просто умиление. Вот как в Масленицу сядет купчиха с утра блины есть, и ест блины, и со сметаной, и с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, с разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой. И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, вздохнет и снова ест. А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала. Утром глаза открыла, чай пить захотела, а чай-то нельзя, потому пост. В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго пустил, тот рыбного не ел. А купчиха пустилась изо всех сил. Она и чаю не пила, и сахару ни колотого, ни пиленого не ела. Ела же сахар особенный, постной, вроде конфет. Так благочестивая кипяточку с медом выпила 5 чашек, да с постным сахаром 5, да с малиновым соком 5 чашек, да с вишневым 5, да не подумай, что с настойкой, нет, с соком, и заедала черными сухариками. Пока кипяточек пила и завтрак поспел, съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких рыжиков тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым. Взамен чаю стала сбитень пить паточной. Время не стоит, но к полудню пришло. Обедать пора. Обед весь постной. На перво жиденька овсянка с луком, грибовница с крупой, луково похлебка. На второ грузди жарены, брюква печеная, солоники сочни с гибни с солью, каша с морковью и 6 других разных каш с разным вареньем и 3 киселя: кисель квасной, кисель гороховый, кисель малиновый. Заела все вареной черникой с изюмом. От маковников отказалась. Нет, маковников есть не стану. Хочу, чтобы во весь пост и русинки маковой в роту не было. После обеда постница кипяточку с клюквой и с пастилой попила. А время идет да идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой да с пастилой и поужине черед пришел. Вздохнула купчиха, да ничего не поделать, постничать надо. Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела. Ежели неблагочестивому человеку, то эдакого поста не выдержать, лопнет. А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек с сухими ягодками, трудится, постничат. Вот и ужну подали. Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек, лешика фунтов на 9. Легла купчиха спать и глянула в угол, а там лешь. Глянула в другой, а там лешь. Глянула к двери, и там лешь. Из-под кровати леши, кругом леши, и хвостами помахивают. Со страху купчиха закричала. Прибежала кухарка, дала пирога с горохом. Полегчало купчихе. Пришел доктор, просмотрел и сказал: «Первый раз вижу, что до белой горячки объелась». Дело-то понятно. Доктора образованы и в благочестивых делах ничего не понимают.